Здравствуйте, с вами Светлана Быкова. В этом видео без лишних разглагольствований я дам вам четкую информацию, которая была вчера на брифинге, а также ответы на вопросы. Сначала, как обычно, информация от представителя компании. Восстановление работы Perfect Money. Возобновлен прием Perfect Money для покупки рекламы, прекращенный во время перебоев с зачислением средств клиентов. В течение нескольких дней возобновится вывод средств на кошельки Перфекта. Сертификаты на $50, выпущенные в июле и которые не отображались на аккаунтах, также запущены в рекламу. В настоящее время запускается реклама со всех неизрасходованных балансов, за исключением балансов менее $10. Идет работа по запуску остатков менее $10 на счетах неизрасходованные. Осталось решить, неизрасходованные меньше $10 выводы за 12 июля 2021 года, которые не обработаны и не возвращены на аккаунты, и бонусы с 8 по 12 июля. Несмотря на то, что мы писали несколько новостей и уведомлений о необходимости использования только холодных кошельков для вывода TRC-20, многие пользователи, включая лидеров, решили не следовать нашим инструкциям и потеряли деньги. Мы пытаемся найти способ предложить решение, но в настоящий момент трудно что-либо обещать. Наша служба поддержки получает более 84 сообщений в минуту через Telegram. Это более 120 тысяч сообщений в день. Большинство этих сообщений сплошной мусор, и они только замедляют работу службы поддержки, которая пытается справиться с реальными проблемами. А чаты Telegram не позволяют передавать вопросы нужному человеку, что влияет на качество решения проблем. Поэтому мы приняли решение вскоре перейти на тикетную систему. Это позволит отслеживать прогресс обращений, решать проблемы лучше и обеспечить лучший сервис. Восстановление заняло слишком много времени. Нам не следует жить только восстановлением. Нам следует двигаться вперед. Мы вернулись к работе над iAssistant и планируем запустить его в ноябре. Двухэтапная авторизация была подключена на iMarketing и на бирже. Но у нас еще есть пользователи, которые не используют ее и продолжают переходить по фишинговым ссылкам. Затем они возвращаются с жалобами на кражу средств. Сообщите своим командам, чтобы они установили Google Аутентификатор. Если так будет продолжаться, мы насильно включим двухэтапную аутентификацию ко всем учетным записям с нашей стороны. Мы не можем больше жить ожиданием окончания пандемии COVID-19 и должны научиться с этим жить. Компания планирует провести кэшбэк-конференс 2021 в Дубае с 22 по 26 декабря 2021 года. В данный момент мы ведем переговоры с местом проведения мероприятия. Все подробности кэшбэк-конференции 2021 года будут опубликованы на следующем брифинге 30 октября 2021 года. Мы настоятельно рекомендуем всем, кто прошел квалификацию на посещение конференции и прочим желающим посетить мероприятие, пройти вакцинацию. Весьма вероятно, что непривитые участники не смогут посетить это мероприятие. Ответы на вопросы. Вопрос. Подскажите, условия выполнения квалификации на конференцию будут корректироваться или останутся прежними? Ответ. Как я уже сказал, я расскажу все подробности на следующем брифинге. Прошлые условия будут корректироваться, так как, если следовать первоначальным условиям, придется пригласить, вероятно, 1000 человек, если не десятки тысяч, а это нереально, как вы понимаете. Вопрос. Не совсем понятно, будет ли какой-то лимит на посещение мероприятия, градация по статусам или другие условия. Понятно, что всем 1000 будет не попасть. Ответ. Лимит будет. Вернее, будут такие критерии, что попадет определенное количество людей в зависимости от достижений в работе. Вопрос. Вопрос по дорожной карте. Намного ли она сдвинулась по времени? Когда начнется движение по кэшбэк-картам, процессингам по альтернативным валютам и так далее? Есть ли ориентировочные сроки? Ответ. Карта, несомненно, сдвинулась. Мы не могли ее не сдвинуть, так как приступаем к вопросам развития, разобрав более или менее вопросов восстановления. Дорожная карта будет пересмотрена и опубликована с учетом изменений и реалий ситуации.
Вопрос. Мы смогли заметить, что наши роботы требуют меньше бюджетных затрат по сравнению с предыдущими. У вас есть объяснение по этому поводу? Ответ. Робот не лично сам тратит ваши деньги. Он только отражает расходы. Бюджет расходуется при просмотре объявления. Частота просмотров может значительно варьироваться в зависимости от месяца, дня недели и времени суток. Большинство рекламных платформ работают с использованием системы аукционов. И если кто-то назначает более высокую цену за просмотры в определенное время, они получают приоритет. Вы не должны ожидать одинакового уровня бюджетных расходов и доходов за каждый день или месяц. Вы должны ожидать только средних показателей за значительные периоды времени, по крайней мере, по месяцам. Вопрос. Как насчет предварительного заказа карты кэшбэка, стоимость которой составляет $9,90? Можете ли вы подтвердить, что они будут отправлены до конца этого года? Ответ. На данный момент я не могу это подтвердить. Мы приостановили этот проект, чтобы найти время для возобновления нашей работы. Наша команда начинает работать над выпуском карты на следующей неделе, и я, вероятно, смогу предоставить вам некоторую информацию об условиях к следующему брифингу. Вопрос. Вы можете что-нибудь сделать с капчой? Нам приходится заполнять ее несколько раз, прежде чем мы попадем в нашу учетную запись. Ответ. Нет, мы используем стороннее решение и не можем изменить его работу. Это необходимо для защиты ваших денег. Вопрос. Спасибо за улучшенные функции, такие как платежные шлюзы и безопасность для счетов инвесторов. Сейчас растет признание биткоина и криптосистем. Планирует ли компания открыть больше вариантов вывода средств для других монет или токенов? Ответ. Не в данный момент. Мы следующим шагом будем усердно работать над запуском платежей картами. Криптовалюты все популярнее, но мы пока не можем жить без фиата. Вопрос. Было бы здорово, если бы сделали переводы между кабинетами в долларах по номерам карт. Таким образом, деньги будут приходить быстро, и мы не будем терять деньги, так как при переводе битка бывает сильная волатильность, и на курсе теряются деньги, пока они в пути в течение суток. Насколько это реально? Ответ. Мы думали о такой возможности и, несомненно, рассмотрим ее вновь, просто пока руки не дошли. Вопрос, можно ли добавить в статистику сумму, потраченную за день? Многие клиенты были бы очень рады ее увидеть. Ответ. Конечно, все возможно, но мы должны заняться более важными вопросами, такими как потери денег, например, а только потом вернуться к этому делу. Вопрос. Можно ли изменить даты мероприятия? Многие уже имеют планы на Рождество с семьей. Ответ. Мы рассмотрим ваше предложение. Вот другие тоже пишут, что на католическое Рождество им будет неудобно приехать. Вопрос. Как решается вопрос с Роскомнадзором? Ответ. Они требуют от нас проявить добрую волю и настроить сервер в России, чтобы предоставить им доступ ко всем данным пользователей, прежде чем даже обсуждать вопрос о внесении в черный список. Мы боремся с ними, если честно. Вопрос. Нас часто спрашивают о лицензиях компании, а также о ее физических офисах. Члены наших команд пытаются проверить и найти их по карте Google, но у них это пока не получается. Какую информацию мы можем дать, чтобы убедить их? Мы полностью доверяем вам, но нам нужны доказательства, которые мы можем предоставить и показать новым людям. Мы все были бы признательны, если бы вы любезно объяснили. Ответ. Возьмите их с собой на конференцию Кэшбэк 2021. Вопрос. Можно ли добавить опцию в личную панель сайта, чтобы в случае ее активации инвесторов полученный кэшбэк можно было реинвестировать? Вы думали предпринимать какие-то действия в этом направлении? Ответ. Конечно, это возможно, но мы должны решать более важные вопросы, например, когда люди теряют деньги, а только потом сможем вернуться к этому вопросу. Следующий брифинг, как вы уже слышали, запланирован через 2 недели в субботу 30 октября. Уверена, что теперь все, кто ранее поторопился объявить iMarketing скамом и не верил в восстановление его деятельности, теперь видят, что компания продолжает работу и движение вперед к поставленным целям. Компания работает, мы получаем доход.
Поэтому я приглашаю вас получать доход вместе с нами. Все необходимые ссылки вы увидите в описании под видео. С вами была Светлана Быкова. Желаю всем растущего пассивного дохода.